Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы, мои любимые рыбы и рыбки. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря, представляете? Уже последний месяц, уже декабрь, окажется, вчера еще был январь. Давайте узнаем, что или кто в вашей жизни появится неожиданно. И, конечно, останемся реалистами, может быть, это как неожиданная сама по себе возможность. И вам доведется принимать важные решения, решить что-то или решиться на какой-то первый шаг. Или это будет просто новость, информация, которую вы услышите. Но также я допускаю, это будет связано с позицией «кто?» конкретная персона, человек, который придет в вашу жизнь и, может быть, как гонец-вестник принесет какую-то информацию. Словом, давайте узнаем. Первая колода, 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каковы ключи? Потоковая информация, мы не задаем вопросы, а просто позволим картам рассказать, что нам нужно сейчас услышать и важно знать. 3 подсказки, 3 знака судьбы. Первый знак судьбы, что нужно услышать. Второй знак судьбы, что важно знать. Ну и третий, может быть, что произойдет, что случится. И на колоде Таро, это у нас второй ведьмочки. Что или кто появится неожиданно? С чем или с кем эти неожиданности будут связаны? И что идет на ваш порог? Или на пороге каких событий вы стоите? Продолжим немножко, раскроем поподробнее. И к чему это все идет, как это все обернется. По основным сферам жизни и первое, что ждет? Сфера личной жизни, любви, конечно, да, партнерских отношений личных, ну и в целом взаимоотношения тоже. Что ждет в финансах с 1 по 10 и по части ваших достижений. Чего ждать? У кого-то работа, у кого-то учеба, важные контакты, встречи, договоренности, документы, ну и ваши планы. Первый знак судьбы. Что нужно знать? Карта Луна. Я должна сказать, что нужно знать или нужно услышать. Есть какое-то дело, которое еще пока вы не можете решить. Конечно, со знаком плюс это вопросы у кого-то могут быть, которые связаны именно вот с любовью, да, или с вашими близкими, с вашей семьей и одновременно местом пребывания. Вообще где-то именно со знаком плюс проигрывается интуиция, эмпатия, что в нашей жизни есть тот человек, который нам откликается вот этими добрыми чувствами, причем это все верность, как искренность, кому мы можем доверять, это все со знаком плюс. Или когда мы дом, жилье свое можем тоже готовить где-то к рождественским праздникам, новогодним, почему нет? Но самое главное, наверное, все же, как у любой карты, это как медаль о двух сторонах. Но ведь и тысяча неопределенностей. Да, выглянет солнце, все встанет на свои места. То есть есть какие-то ряд вопросов, которые быстро вы решить не сможете. И явно они не имеют протяженность 10 дней. Мы должны себя сохранять. Где-то ожидание все-таки оно тоже предусмотрено. И вот в этой колоде карт именно что нам нужно делать. Художник максимально отчетливо изобразил. Мы как будто должны попасть, ожидать, коль мы вынуждены, вот за эту дверь. Это место нашей безопасности. Но мы говорим, каков ключ, да, а ключа нет. Ну, в принципе, и замка-то тоже нет, но есть страж дверей. И это хамелеон. Вот вам как будто, может быть, для кого-то из вас сложная ситуация, неважно в какой сфере жизни, когда это как знак судьбы, вам от того, как вы сумеете договориться, от того, как вы сумеете себя обезопасить. И у нас ретро-уран. И я должна сказать, ретро это всегда с приставкой «пере», когда мы что-то переделываем, перезаключаем, договоры, контракты, пересматриваем что-то. Может быть, и прежние договоренности между людьми. Но вот себя, наверное, сохранить в тот период, когда мы что-то быстро не изменим. И более того, тут новости какие-то потом придут к вам, потому что мы сейчас как будто можем видеть как в ином свете, в несколько искаженном виде. А вот выглянет солнце, тут действительно что-то дополнится информацией или все встает на свои места.
Не время выносить вердикты, мои дорогие. И, может быть, для кого-то из вас действительно даже потребуется куда-то поехать и быть в каком-то вот определенном месте, потому что, ну, какие-то условия от вас так требуют, но себе не навредить. Будьте гибче, будьте мудрее, а может быть и хитрее. Я должна сказать, что карта интуиции, слушайте как подсказки собственной души. Вы люди, наделенные эмпатией, и у вас прекрасная интуиция. Время доверять самому себе, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Вот такой тоже знак судьбы. Очень емкая карта. Второй знак судьбы. Это для вас совершенно необходимо, потому что какой-то жизненный лабиринт. Он уже практически вы подошли к выходу. Вот из того прежнего состояния, когда, может быть, и приходилось быть в какой-то двойственности. Но это пока вот прям сию секунду не заканчивается. Ну, может быть, шаг за шагом вы проясняете обстановку, а может быть, по этой карте и другая ситуация. Вы получаете какую-то новость или предложение, или просто это опять же будет неожиданное известие где-то. Но все то, что с нами происходит именно в этот момент, все не случайно. Люди, события, новости — это все как подсказка, на что обратить внимание. И, может быть, вам придется что-то переделать, переиграть, но в каком-то новом ключе. Или когда вы сами словно завершите этот лабиринт. И вот так вот, знаете, сможете как отряхнуться от какой-то прошлой разрушительной, сложной ситуации, может быть и так. А для кого-то из вас это как путь, новые возможности перед вами откроются, и это будет связано с какой-то новостью или информацией. Третий знак судьбы вам как будто по судьбе. По судьбе, как и решить какие-то такие судьбоносно важные темы по части, может быть, жилища, правда? Где вы и с кем вы, может быть и так, мы все разные. Или куда вы соберетесь, намеритесь, как бы, может быть, намеревались в одно место, а тут вы можете что-то и переиграть в зависимости от новостей или от того, как складываются события. Но, значит, это вас судьба словно ведет к какому-то очень важному принятию решения. Конечно, Верховный Жрец — это карта, которая говорит о традициях, но еще о порядке. И поэтому она так немножко нам дает совет, не спорить, с сильными мира сего. Может быть, руководители имеется в виду, да? Имеется в виду те люди, которые обладают большими ресурсами. Но чаще всего это мы какой-то жизненный, может быть, и урок проходим. Ведь эта карта и учителя, но и где-то подразумевает, что и мы можем чему-то учиться и быть учениками по какой-то даже запутанной ситуации или потому, что мы прежде считали, да, так будет всегда, а тут нет, что-то меняется, и нам доведется адаптироваться тоже. Но это чаще всего, если вот я сказала до видео, ретро-уран — это с приставкой «пере». Какие-то такие очень важные вехи, которые мы в нашей жизни прописываем по закону, на бумаге. И ведь это тоже, по сути дела, законник. Это какой-то вселенский закон даже. И, может быть, вам придется некоторые документы и подписать, и при этом найти дополнительную информацию. Это будет очень важно. В принципе, у нас такое время, когда мы будем слышать разные новости. Мои дорогие рыбы и рыбки, примите во внимание, для того, чтобы ее профильтровать, будет важно как бы искать, откуда идет эта информация, что получила или что было причиной, откуда она появилась. Тогда больше будет четкости, понимания, ясности. Вот тут не замечтаться, потому что аркан Луна где-то и нас могут накрывать эмоции. Нас тоже могут какие-то предубеждения уводить. Это будет мешать. А вот ясность, понимание, четкость, может быть, по закону, знание законов – тоже мы через, может быть, узнаем законы или как в отношении нас работает закон. Для вас по законам поступить — это тоже будет как знак судьбы. По какой-то причине это может быть очень важно. Ну, а для кого-то из вас все-таки эта карта традиции, если мы говорим, кто знает. Перевод отношений на новый уровень. Может быть, была дружба, а теперь кто-то задумывается о том, может быть, новость какая-то приходит, и вы задумаетесь о том,
а не соединить ли уже наши узы не просто как какой-то союз, да, а когда уже на бумаге, как бы по закону. И венчание тоже проходит по этой карте. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, кому это подходит по возрасту, вы можете узнать, что вы ждете ребенка. Мои дорогие мужчины, может быть, и ваша близкая женщина ждет ребенка, любимая женщина. Но опять же, кому это импонирует, у кого это откликается. Понятно, мы все разные. Аркан Луна очень емкий. И не случайно у нас, кстати, именно в этой колоде, как будто девушка, которая ждет именно ребенка, прогуливается по берегу. Что-то мы не можем ускорить. Мы должны сохранять. Может быть, сохранять любимую женщину. Вполне вероятно. Ладно, что или кто появится неожиданно, умеренность. Ну, тут знаете как, это, ну, не неожиданность, но, может быть, в некоторых делах паузы. И это даже не пауза, это старший аркан, обстоятельства так складываются. Какой-то вопрос быстро не идет. Или какие-то согласования, регламент. Ведь всегда по аркану иерофант или верховный жрец, да, тут есть какие-то документальные, как бы, да, вопросы, такие основополагающие, но и буквально какое-то время, срок, может быть, на рассмотрение документа или ожидание тоже какой-то срок. Вот здесь медленно, уверенно, но зато надежно, мои дорогие. Давайте я достану и еще одну карту. Что это, с чем это связано? Вы какую-то информацию будете искать? Может быть. Может быть, я такое допускаю. Вы пытаетесь, да, вот из какой-то ситуации, может быть, найти выход или решить что-то альтернативно. И тогда вы найдете ворох какой-то информации, и карта пятерка жезлов добавляет все то, что я сказала. Постоянно перепроверяй, потому что это информационный хаос. И это могут быть и люди, которые ненадежны. Вот, видимо, для вас вот это терпение, умеренность, по сути дела, сохранять себя, сохранять собственную силу. И сила это не только, знаете, как сопротивление. Нет, тут для вас, скорее всего, пока тут что-то разберется или выглянет солнце. Это знание, когда, может быть, и нужно отступить полшага назад, чтобы сохранить самого себя. А когда изменить это направление, потому что, ну, вот стоит себе доверять. Есть нечто больше, чем какая-то наша обыденность, повседневность. Тут какие-то ваши личные планы, они, ну, могут не получить поддержку у других людей. Ну и что, тут нужно оставаться верным самому себе. Это точно, посмотрите. Мои дорогие, тут вам придется переключаться между двумя энергиями. Король кубков. Да, тут история личной жизни. Вот может быть, да? И с ней могут быть связаны как и вопросы дома, места пребывания, проживания, может быть, отчасти и вопросы финансов или каких-то важных бумаг, подписания. И король кубков это часто проходят наши близкие именно, любимые люди. Семья проходит, родственники проходят, близкий человек. Но даже если мы отойдем от сферы личных отношений, единственная персона, которая умеет правильно распоряжаться своими энергиями. Он как маг. Есть кубок, а есть, обратите внимание, как островок суши, по сути дела, прообраз материализма. И стало быть, есть те вопросы, которые касаются именно эмоциональной сферы, сферы чувств. И, конечно, король кубков готов дарить любовь, принимать эту любовь, заботиться о ком-то. И есть сфера, которая требует холодной головы, рациональных решений, может быть, математического подсчета. И мы не должны вот какую-то сухую прагматику добавлять в те вопросы, которые именно касаются чувств. Но, наверное, и эмоций, вот там, где требуется рационализм, и, может быть, и подсчитать что-то нужно, туда не нужно добавлять эти эмоции, чтобы не создать себе путаницы. Вот вам какую-то путаницу нужно устранять, я уже где-то об этом говорила, поэтому вот так умеренно, размеренно, и все постепенно вы расставите по своим местам. На пороге каких событий вы стоите, то тут что-то будет продолжено. Вы будете что-то детализировать, узнавать. Где-то вы берете, может быть, даже вот в этот период с 1 по 10
ракурса и собственной жизни лет на 10-20. Это карта марафонского забега. У кого-то это может быть связано с работой или откуда к вам приходят деньги. Может быть, это и вестник, потому что рыцарь – это может быть пентакли, конкретный человек, который вам приносит весть, и, может быть, она связана с работой. Может быть, и с каким-то документом. Но карта нам конкретно говорит, что идет на ваш порог. Да, это больше, конечно, прагматика. Это какой-то расчет. Но это и мы уделяем внимание каждому пентаклю. Не случайно у нас как будто рыцарь пентаклей так торжественно несет. Потому что это заработано. Потому что это то, что благодаря нашим усилиям мы уже создали, что мы на сегодняшний день как будто имеем, и от чего, это могут быть и какие-то новые начинания, кстати, от чего мы должны оттолкнуться, и это будет дистанция в более длительный период, и уж никак не в 10 дней. Тут есть смысл что-то сохранять, продолжать, но это, знаете, не карта, опять же, скорости, а продуманных действий. Может быть, это и приходят даже новости, значит, вы вот так вот спокойно продумываете, что-то просчитываете. Приходит человек с каким-то предложением, ну или пусть это даже обстоятельства, что-то происходит, да, ну, значит, взять себе такой маневр, сесть, что-то просчитать, продумать, проанализировать, мои дорогие. Не время поспешных действий таких, знаете, я имею в виду, когда мы с места в карьер на какой-то скорости. Нет, тут надо понимать, зачем мы это делаем, для чего и какой это будет прогресс на будущее. Ну и к чему это все идет? К осуществлению мечты. И, может быть, это у кого-то из вас будет связано буквально по аркану звезда, дистанция. Дистанция по километражу даже, переезд куда-то. А может быть, это и дистанция по времени, мои дорогие. Это лет 10-20. Вот правда, марафонский забег. Есть, видимо, те вопросы. Вы можете это даже кто-то из вас, может быть, как тезис-план, и не один будет составлять на бумаге план минимум, план максимум. Есть на что-то, как на более короткий период, что вы себе наметите, а есть то, какие задачи вы себе поставите на будущее, может быть, и на десятилетие. Это как конечный пункт, чего мы хотим достичь, к чему мы хотим прийти. И ведь это какая-то сама по себе возможность. Да, и она потребует от вас еще действий, может быть, даже изучения чего-то. Но, в принципе, нет ничего невозможного. Может быть, это даже к чему идет, когда ваша мечта какая-то сбудется, мои дорогие. А может быть, это и какая-то дорога у вас. Если вы планировали оказаться как в каком-то месте, или вы о чем-то мечтали. Может быть, через новость к вам как какие-то ресурсы приходят. И прежде вы, допустим, как осуществить свою мечту, вы не видели по аркану Луна, да? Были вынуждены находиться в определенном месте или что-то сохранять, то теперь вы будете видеть, какие вам нужно ресурсы добавить и как действовать, чтобы вот эта мечта, она у вас осуществилась. Вы явно тут на что-то решитесь. Давайте узнаем, что ждет сфера личной жизни. Но тут и ваша личность, потому что старший аркан – колесо фортуны. Да, это, конечно, история любви, но иногда старшие арканы говорит о нечто большем. Не совсем тут, наверное, про чувства, а какая-то общая атмосфера, которая будет связана и именно с вашими долгосрочными планами и ближайшими планами. Тут есть какое-то выравнивание, но есть и элемент неожиданности, мои дорогие. Здесь действительно ничто не происходит случайно. С чем вы сталкиваетесь, значит, вам нужно с этим как-то умело провзаимодействовать и не отложить на потом. В целом для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, фартовый как будто период. Ведь, как известно, вот это колесо идет сначала наверх, а потом неизбежно будет спад. Когда карта выпадает, это именно движение наверх. Как энергии в пространстве вокруг вас, они сейчас складываются для вас как-то более положительно. И если мы подумаем, ну, буду думать завтра, или вот вообще что-то отложим в долгий ящик, скажем, ну нет, если пришло один раз, значит, придет и еще другой раз. Вы знаете, вы можете потерять время. Потому что по этой карте, ну, к примеру, предполагается, что некоторые решения
Даже если мы что-то проанализировали, нашли более достоверную информацию, и как будто нам нужно действовать, иначе мы рискуем упустить что-то очень важное. И это касается либо взаимоотношений, кстати, да, и мы говорили, тут, в принципе, умение договориться для вас будет очень важно. Может быть, даже с хамелеонами. Но это как-то на вашу личность будет влиять. Но и от чего-то не отказаться, и не отложить что-то на потом. Что ждать? В сфере денег. Ну, не совсем все же двойка пентаклей говорит, особенно на деньги, что мы тратим деньги. Здесь нужно быть внимательным, потому что нам жонглер изображен, два пентакля, и даже есть такой подсмысл карты, что мы обойдемся двумя пентаклями. Это имеется в виду необходимые траты. Казалось бы, да, кто-то возразит, куда два пентакля? У нас сейчас рождественские праздники, каникулы на носу. Мы подарки готовим, но, видимо, как-то вам знаками внимания лучше обойтись. Вам могут понадобиться эти деньги. И для кого-то понадобятся деньги на какую-то важную поездку. И, может быть, это будет связано даже с воплощением какого-то вашего желания. Нам тут как будто дважды нужно держать баланс именно в этой колоде, обратите внимание. Мало того, что молодой человек жонглирует, да, и удерживает одновременно сами пентакли, так сам еще на качелях. Двойной баланс, хотим или нет. Но, видимо, материальная составляющая призывает что-то посчитать. Без эмоций, не добавляя туда чувств. И карта же не говорит, что денег нет. Нет, они есть, но не время крупных трат. Значит, где-то нужно, хотим или нет, быть более расчетливым. Опять же, почему? Две карты, которые подразумевают неожиданности. Здесь неожиданные возможности. Да и здесь карта говорит, что-то будет меняться. Сфера ваших достижений. Вы можете столкнуться с тем человеком, который вам приятен, интересен, обладает магнетизмом. Может быть, и есть такой человек, который действительно вам помогает по части ваших достижений. Это могут быть какие-то совместные обсуждения проектов, опять же, совместных. Но будьте готовы к тому, что обсуждение – это прекрасно. Как сама по себе идея – это тоже прекрасно. Но король жезлов – это больше командир. Я допускаю, что это может быть какое-то и участие, но в целом полагайтесь сами на себя. Вот в этой колоде нам четко карта дает понять. Да, человек вас может именно вдохновить каким-то моментом, проектом или решить. Вы решитесь на что-то, да, именно потому что вы что-то такое услышите завораживающее, оно вас словно эмоционально зацепит. А стоп, надо просчитать что-то. Потому что делать придется или действовать в одиночку. Нам король показывает что-то на карте. Кому? Коту. Нет, тут вот все равно надейся сам на себя. Давайте я достану еще одну карту. Что это на ваше достижение? Чего ждать? А тут опять что-то будет меняться. И вы знаете, тут у человека что-то может измениться. Ну, знаете, есть такая древняя китайская поговорка: не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет. Вот не возлагайте свои надежды только на одного человека. Не думайте, что именно этот человек, от него как-то будет зависеть ваш какой-то прогресс. Как идею принять можно, хорошо, или какое-то взаимодействие. Будьте сами королем жезлов. И не важно, что вы король кубков, но, видимо, есть вопросы по части достижений. Жезлы ведь это всегда внутренний такой, знаете, огонь. Мы хотим это осуществить на практике. Но тут еще и обстоятельства, старший аркан, на вас влияют. Вообще это время, переходный, опять же, момент. Это правда. Между прошлым и будущим. Карта избавления от боли, карта избавления от страданий. Может быть, и есть какое-то сотрудничество, если человек, который дает дельные советы, но вот именно как советы, да, а действовать он придется вот эту дорожку дальше, как будто идти самому. Но эта карта как возрождение, выздоровление и новые совершенно перспективы. Она где-то говорит, не оглядывайся назад. Словно, знаете, отряхнуться от какого-то тяжелого гнета прошлого.
И это уже вот то, что там было, тысячи каких-то неопределенностей, это уже не важно. С новыми возможностями вперед. Но, может быть, это то, что вас ждет где-то, опять же, старший аркан, и он проигрывается у каждого в какой-то свой срок. Никогда там ни на неделю, ни на 10 дней. Это какая-то более длительная дистанция. А у вас, мои дорогие, еще и выпал аркан умеренности, да, тут как будто все предопределено. Вот в момент именно теперь нужно не упустить, но это что-то продолжит развиваться. И будет поначалу то, что выглядит как сумерки сплошные. Как будто нам приходится исследовать непознанную землю без карты и без компаса, на ощупь какие-то сделать шаги, попробовать себя, может быть, в каком-то деле. Но оно ж того стоит, потому что исполнение желаний. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, я думаю, подсказок будет больше. У меня разного рода статьи. Есть и статьи по психологии, есть и гороскопы на разный период времени, особенно окончание 25-го и с заходом на 26-й у меня даже 3 последних статьи. Поэтому читайте, я думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.